Привет, дорогие друзья! Я очень рад, что канал потихоньку развивается, и это, конечно, вдохновляет делать новые модели, стараться делать их лучше и рассказывать вам новые истории про то, как создавались прототипы этих моделей. И сегодня у нас очень интересный самолет, модель фирмы «Звезда», а самолет Як-130, учебно-боевой самолет нового поколения. Его история началась в 1990 году, когда был задуман конкурс на замену огромного парка, 2000-го парка самолетов Л-39. Альбатрос зарекомендовал себя прекрасно, но время его уходило, самолет устаревал, а на подходе были уже истребители-бомбардировщики, многофункциональные истребители поколения 4+. А это сложный комплекс, это широкая номенклатура вооружения, и подготовка нужна соответствующая, значительно более сложная и значительно более объемная. Так вот, в борьбу за создание новой летающей парты включились сразу 4 КБ – Микояна, Сухого, Месищева и Яковлева. И каждая из фирм старалась показать свое видение концепции обучения. ОКБ Сухого, например, предложила очень экзотический проект однодвигательного сверхзвукового учебно-боевого самолета, который был явно дорогим, но, с другой стороны, по своим характеристикам он был близок к современным истребителям и перехватчикам. КБ Месищева фактически предложила советский вариант самолета «Альфа-Джет», традиционный учебный самолет, но они хотели применить на нем систему репрограммирования управления. Тогда это было такое модное веяние, считалось, что на одном самолете, если настраивать отклики на управляющие действия по-разному, то можно тренировать сразу и штурмовиков, и бомбардировщиков, и истребителей, все это на одном самолете, и как бы делать из него разные. КБ Микояна предложила фактически дальнейшее развитие идеи Л-39. Это простой массовый самолет с прямым крылом, соответственно, с не очень большой скоростью, но в хорошем смысле кондовый, который будет прощать летчикам ошибки с достаточно современным, хоть и не очень сложным бортовым комплексом. А у Яковлева пошли совершенно другим путем. Яковлевцы предложили скорее самолет продвинутого обучения, самолет второго этапа обучения с очень сложным, практически полностью цифровым бортовым комплексом, с широкой номенклатурой вооружения, причем вооружение это можно было применять как реально, так и полностью виртуально. Сейчас бы это назвали модным термином «дополненная реальность». И интересно, что в финал конкурса вышли Яковлев и нет не Микоян, а Месищев с самолетом М-200, но там дальше изысканий на бумаге дело не пошло, а вот миговцы, кстати, не сдались, а начали привлекать иностранных партнеров, всех почему-то из Франции, из Некмы, Турбомека, из Экстан Авионик. Все эти компании делали и двигатели, и авионику для самолета, который получил название МиГ-АТ, и который был рассчитан уже на экспорт. И самое интересное, что выигравший Як-130 совершил свой первый полет в апреле 1996 года на месяц позже, чем проигравший МиГ-АТ. Правда, в апреле 1996 года полетел не совсем Як-130, а самолет Як-130Д. Д означает демонстратор. И это был совершенно другой самолет и по планеру, и по двигателям, и по системам, и по бортовому оборудованию, но важно, что он позволил как раз проводить исследовательские работы, выполнил 450 полетов, и большую часть этих полетов он выполнил в Италии на базе компании Аэрмаки, потому что, да, несмотря на то, что Яковлев выиграл конкурс, пришлось искать иностранного партнера для того, чтобы обеспечить нормальное финансирование. Не будем забывать, что речь идет о 90-х годах, крайнее безденежье и упадок. Собственно, итальянцам, кстати, большим экспертом по части создания легких тренировочных самолетов, Як-130 оказался очень интересен именно благодаря своим широким боевым возможностям. Поэтому они хотели поучаствовать с этой машиной и выиграть тендер по программе Eurotrainer на всеевропейский тренировочный учебно-боевой самолет. В 2000 году разногласий между нашими и итальянцами стало слишком много, и партнеры решили сотрудничество прекратить. При этом расстались полюбовно, обе стороны получили конструкторскую документацию на самолет, и таким образом у нас появился серийный Як-130. И в апреле 2004 года он совершил свой первый полет, а через 3 месяца в Италии взлетел практически точно такой же внешне самолет М-346 Master.
Но немногие знают, что у Як-130 есть еще один прямой аналог. Это китайский учебно-тренировочный учебно-боевой самолет Л-15, он же JL-10. В глаза, конечно, сразу бросаются отличия. Это совершенно иная задняя часть, а все потому, что китайский самолет сверхзвуковой. Да, двигатели носят вроде бы ту же марку, что и двигатели Як-130. Это тоже АИ-222 разработки Запорожского прогресса, однако модификации совершенно разные. Если на Як ставится версия 25, причем полностью локализованная в России, чтобы избежать проблем с нестабильной Украиной, а на китайскую машину идет версия 25F форсажная, с форсажным соплом, совершенно другой конструкции. И, конечно, применение форсажа дает совершенно другую тяговооруженность, больше единицы. Это истребительная, в принципе, тяговооруженность у китайской машины. И тяга просто существенно выше, 8,5 тонн против 5. Это и дает возможность выходить на сверхзвук. Но если присмотреться к другим частям машины, да, у крыла задняя кромка немножко другая, она имеет небольшую стреловидность отрицательную, а у Яка и у Аэрмаки она прямая. Но если мы посмотрим на кабину, на воздухозаборники, на само крыло, в принципе мы увидим, что это в основе своей тот же самый самолет. При этом речи о каком-то пиратстве здесь нет. Китай купил документацию конструкторскую на самолет Як-130 вполне легально и официально. Ну а если сравнивать Як-130 с итальянским аналогом, то здесь внешне разницы практически нет никакой, разве что бросаются в глаза вертикальные характерные гребни, которые были на демонстраторе Як-130, но в серии от них отказались, а здесь они есть. Ну и штанга дозаправки, которая установлена стационарно на итальянской машине. Вот в принципе и все. Зато по начинке это абсолютно разные самолеты, ни одного элемента общего у них нет. И авионика другая, и катапультные кресла другие, и даже системы шасси разные, то есть абсолютно разные машины. Двигатели американской фирмы Honeywell тоже, кстати, немножко превосходят яковлевские по тяге, но не так сильно, как китайские, с форсажем, конечно, процентов на 10 больше тяги. Но, кстати, не надо думать, что Як самолет слабенький или там тихоходный. Не будем забывать, что по сравнению с предшественником Л-39 тяговооруженность увеличилась в 1,5 раза, а, собственно, скорость выросла на треть. Так что летчики говорят, что Як-130 действительно очень летучий, очень маневренный, очень хороший, удобный и простой в управлении самолет, в том числе и на очень больших углах атаки до 35 градусов. Это вообще выдающийся показатель. И, собственно, на всех авиашоу, на пилотаже это прекрасно видно. Самолет не боится больших углов атаки, может выполнять колокол, то есть со стабильностью работы силовой установки тоже все в порядке. Самолет по пилотажным характеристикам получился замечательный и по боевым тоже, потому что до 3 тонн управляемого, неуправляемого вооружения, можно подвесить пушечный контейнер, можно вешать различную прицельную аппаратуру. И действительно, зарубежные заказчики, например, регулярно используют Як-130 именно как боевую машину. Концепция применения легкого учебно-боевого самолета именно в качестве боевого, она имеет право на жизнь, особенно если у противника нет ПВО или совсем слабое ПВО, потому что из стрелкового оружия попасть в очень такой маленький, компактненький самолет достаточно тяжело и, в принципе, практически невозможно. Ну, а, кстати, по размерам он, конечно, маленький, особенно если сравнивать с Су-27, но если сравнить его, например, с F-16, то вполне сопоставимо даже получается, на моделях очень хорошо видно. Изюминкой самолета Як-130, конечно, является комплексная система управления КСУ-130, которая давалась очень и очень тяжело. Не было опыта разработки таких систем, не было элементной базы, не было, собственно, железа для этого, не было программного обеспечения. Было очень тяжело такую сложную систему, которая сочетает в себе и функции автопилота, и функции электродистанционной системы управления, и функции системы обучения во многом. То есть система действительно основополагающая для этого самолета, и давалась прям тяжело-тяжело. Но яковлевцы справились с этой задачей. На сегодня эта система полностью работоспособна и функциональна, хотя были, конечно, аварии и, к сожалению, катастрофы, и из 8 потерянных машин, опытных и серийных, 6 именно на совести КСУ-130. Но справедливости ради, отказы
системы происходили по разным причинам, в том числе и эксплуатационным. Так что самое главное, что требует Як-130, это высокой культуры эксплуатации. А та самая широко разрекламированная возможность репрограммирования системы управления на деле не используется никак. Потому что Як-130 прекрасно управляется в своем изначальном варианте. Да, можно немного было бы в теории поменять отклики на управляющие действия летчика, но мы никак не поменяем ни массу, ни инерцию, ни тяговооруженность, ни диапазоны центровок, ни диапазоны перегрузок. Поэтому лучше использовать самолет в обычном первозданном виде. Что в итоге? Получился хороший самолет с отличными летными данными и с высоким боевым потенциалом. Конечно, ни о каких тысячах произведенных машин речи быть не может, ну и потребности такой на самом деле нет. Ну и если брать нашу страну, не будем забывать, что из 12 летных училищ у нас осталось 3 в нашей стране, да и сама страна с 90-го года немножечко поменялась. Но самое главное, что всем стало абсолютно понятно и очевидно, что сделать единый самолет для обучения и первоначального, и продвинутого невозможно. Поэтому Як-130 стал именно самолетом продвинутого обучения, а первый элемент, самолет начального обучения, у яковлевцев тоже есть. Это самолет Як-152, поршневой и дешевый. Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время он пойдет в серию. А за Як-130 можно порадоваться и в плане объемов производства. Да, его хотели изначально делать сразу на 2 заводах, в Нижнем Новгороде и в Иркутске, но в Нижнем сделали только установочную партию и несколько опытных машин, а весь крупный заказ и нашего Министерства обороны, и иностранных заказчиков был размещен на Иркуте. Именно там сделаны машины и для Белоруссии, и для Алжира, Лаоса, Мьянмы и Бангладеш. Очень здорово, что по объему выпуска Як-130 впереди обоих своих аналогов, и из Италии, и из Китая. И машина не стоит на месте, на подходе уже версия со встроенным радиолокатором, который существенно повысит и учебные, и особенно, конечно, боевые возможности этой машины. А еще очень интересная история связана с тем, как, собственно, в линейке моделей компании «Звезда» появился самолет Як-130. Оказывается, Дмитрий Попов, один из ведущих инженеров-конструкторов Яковлева, просто написал письмо на фирму «Звезда», будучи сам заядлым моделистом, а теперь еще и подписчиком этого канала, что здорово, написал письмо: приезжайте к нам, посмотрите самолет, мы вам поможем, проконсультируем, сделайте модель нашего замечательного летательного аппарата. Приехали, посмотрели, договорились, и через 1,5 года замечательная модель замечательного самолета появилась на полках магазинов. По-моему, это прекрасный пример, который здорово характеризует и сотрудников КБ Яковлева, и компанию «Звезда». Что касается прототипа для моей стройки, я решил делать борт 75, потому что, во-первых, мне хотелось самолет именно в стандартном камуфляже. Мне не очень нравятся однотонные серые борта. Борт красный, конечно, потрясающий, пилотажный, который принадлежит КБ Яковлеву. Его сделаем как-нибудь в другой раз. Но мне хотелось именно самолет, который вот работает по специальности, учит летчиков. Так что именно его и берем за образец. Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, борт 75 красный. Поехали. На сегодняшний день «Звезда» выпускает аж 4 модели Як-130, 2 в 72 масштабе и 2 в 48. Есть из чего выбрать. Но мы возьмем самую первую модель и будем собирать именно учебно-боевой вариант. Маска от Армы, обязательное дополнение, и впервые попробуем 3D-декаль от Quinta Studio. Очень интересный продукт. Инструкция немножко больше, чем коробка, поэтому она чуть-чуть помятая. И обратите внимание, когда мы приступаем только к кабине, где-то в середине процесса сборки. Все очень понятно и хорошо написано, куда клеить техническую информацию, как подвешивать различные варианты вооружения. И можно было бы сделать и борт 74, тот самый, к сожалению, который разбился недавно, но мы будем делать ныне здравствующий борт 75. Декали выглядят очень симпатично, в коробке все тоже в полном порядке, упаковано все здорово, прозрачные детальки в отдельной упаковке. Сама поверхность тоже очень порадовала. Расшивка
очень неглубокая, и многие ее углубляют, но я думаю, что углублять мы ее будем не везде, потому что реальный самолет тоже сделан очень аккуратно. Вот так вот выглядят каналы воздухозаборников собранные, и именно с этого начинается сборка модели. Потом мы собираем ниши шасси, очень, кстати, тоже детализованные для такого масштаба, и собираем стоечки шасси, потом все это немножко подкрашиваем серым цветом, любым светло-серым. Вот тут как раз от Яка тоже 141 цвет. Вот такой получается, как в производстве говорят, окорочок. И на его базе будем уже строить весь самолет. Ну а теперь наконец-то добрались до кабины. Безжалостно стачиваем весь рельеф, даже вот такой красивый с приборных щитков. Все это убираем и красим акановскими же красками. Для интерьера суховских кабин она сюда подойдет. На Иркуте в конце концов собирают самолеты тоже, как и сухие. После окрашивания уже собственно интерьера кабины и кресел будем применять 3D декаль от Quinta Studio. Первый раз пользуюсь такой технологией, и надо сказать, что она меня очень впечатлила, потому что можно какие-то вещи приклеить именно как декаль, но лучше добавлять немного клея. Самое крутое, что это двусторонние вещи, то есть напечатано все с двух сторон, и вот ремни, например, они тоже напечатано с двух сторон. Все это добавляем, все это встает очень аккуратно, и работать с этим намного приятнее, чем с фототравлением, например, потому что все это намного более гибкое, пластичное, и вот такой у нас получается прекрасный интерьер. Видим здесь, что тоже немножко есть несоответствие по цвету между цветом кабины и цветом накладных вот этих вот панелей. Ну да ладно, кабину ставим в носовую часть фюзеляжа и соединяем их вместе. Стыкуемость набора очень хорошая. Вот такая у нас получается конструкция. Сверху на нее добавляем еще один элемент, и это явный прицел под 48 масштаб, потому что здесь все это видно не будет, а в 48 масштабе можно сделать верхние воздуховоды открытыми. Вооружение тоже готовим к грунтовке. И по поводу пирошнура, конечно, большой вопрос был. Я не знал еще, что есть прекрасная маска внутренняя окрасочная от фирмы КАВ, но поэтому решил использовать акановский пигмент, которым просто накрасил этот пирошнур изнутри. Стеклянную перегородку тоже немножко дорабатываем, изображая металлическую такую перемычку и наклеивая зеркала из фольгированного скотча. Это достаточно, в принципе, для такого масштаба. Вот такой у нас получается фонарь. Ставим его очень аккуратно и дорабатываем немножечко, чтобы прилегание было прям идеальное, потому что на таком маленьком самолетике любая щель будет смотреться гораздо больше, чем на каком-нибудь большом. Здесь, конечно, нужно просто несколько раз пытаться и очень точно все подгонять. Наконец, фиксируем это все сверхжидким клеем сверхтекучим. И вот такой у нас получается самолетик для того, чтобы его можно было начинать грунтовать. Накладываем, конечно же, маски и применяем вот такую вот жидкость. Quick Mask — это жидкая маска, по сути. Очень удобная штука, когда нужно что-то сложной формы закрыть, а резкая граница краски не нужна. Немножечко шпаклюем снизу места стыков крыла с фюзеляжем, ну и чуть-чуть углубляем где-то местно какие-то линии расшивки. Сильно этим увлекаться я вам не советую, расшивка тоненькая, очень хорошая у модели. Для того, чтобы закрыть ниши шасси, я использую блютак. Это такая масса, похожая на пластилин, но не оставляющая никаких следов. Очень удобно ей пользоваться, вот так зубочистками можно ее приминать. Единственное, надо будет быть очень осторожным при снятии, потому что шасси довольно миниатюрное и довольно хрупкое. Белым цветом задуваем каналы воздухозаборников. Можно было это сделать и раньше, собственно говоря, я просто прошляпил этот момент. Тем же самым цветом, конечно, задуваем прекрасные ракеты Р-73. И дальше устанавливаем мелочевочку, устанавливаем приемники воздушного давления. Они, обратите внимание, именно вот под таким углом устанавливаются, именно чуть-чуть к низу. Сверяйтесь с фотографиями прототипа, это важно. И берем первый основной цвет
который специально разработан Аканом именно для самолетов Су-27СМ и в таком же камуфляже самолетов Як-130. Задуваем створочки шасси, тоже очень маленькие, малюсенькие. И задуваем весь самолет низ и вверх для того, чтобы наносить пятна камуфляжа. Берем второй цвет, и на первый взгляд он прямо почти ничем не отличается от основного, но на самом деле игра вот этих нюансов и дает нам достаточно сильную реалистичность, потому что на реальных самолетах тоже огромного какого-то контрастного отличия цветов нет. Нам же нужен камуфляж, а не попугайская раскраска. И, собственно, можно использовать маски для того, чтобы накладывать цвета и делать их с ровными границами, с неровными. Но у нас границы неровные на прототипе, и, в принципе, аэрографа хватает, просто аккуратного обращения с аэрографом обычно хватает для того, чтобы сделать эти края без какого-то особенного труда. Ничего страшного, если вы заедете на соседний цвет, можно взять, опять же, в другую сторону исправить ситуацию точно так же другим цветом. Но у нас здесь цвета 3, и третий цвет, вот он посильнее чуть-чуть отличается, чем первые два, немножко более контрастирует, вот такой светло-голубой. Хотя прикол в том, что они все три цвета называются серый. Серый такой-то, серый такой-то и серый такой-то. Вот, собственно, пятна наносим аккуратно, как я уже говорил, и ничего страшного, если вы ошибетесь. Самое главное, не наваливать сразу какие-то толстые слои, чтобы иметь возможность ситуацию скорректировать. И, конечно, можно намечать, опять же, линии карандашом, а потом заполнять, а можно просто сверяться с фотографиями и с инструкциями, как делал я. Вот такой у нас получается самолет. И теперь нужно сделать поверхность фонаря, собственно, перегородок фонаря. Берем черный цвет, тот же, которым мы красили сиденье. Другого черного у меня просто пока под рукой нет. И, собственно, изначально этот цвет называется новая резина. Это цвет, который подходит для колес, поэтому колеса, естественно, тоже красим им. А колесные диски красим зеленым, армейским обычным цветом. Главное тоже не делать его здесь слишком каким-то ярким. Снимаем маски, и у нас получается вот такая вот ровная, прекрасная граница. Теперь очень много масок пришлось наложить, чтобы сделать кромки воздухозаборников металликом. И металлик я использую Metal Color от Mr. Hobby. Очень хороший, но, как и все металлики, очень будьте осторожны, держите руки в чистоте, потому что металлик очень любит мазаться и пачкаться. Так что все вот эти вот маски не используйте по 10 раз, потом лучше сразу их выкинуть. Вот такая у нас получается конструкция. И теперь дорабатываем какие-то маленькие элементы. Вот здесь у нас не хватает почему-то в наборе тяг. Мы делаем их из проволоки для створок шасси. И небольшие датчики тоже делаем из листа доширака. Ставим это все и задуваем модель лаком для того, чтобы потом приступить к декалям. Лак мы используем здесь, конечно, глянцевый. И потом при помощи Markfit и Markfit Strong накладываем декали. Я обычно Markfit сначала крашу, а Markfit Strong сверху. Декали ложатся прекрасно, но вот на некоторых есть небольшие, к сожалению, дефекты, и поэтому эти звезды мы будем использовать снизу. Дальше идут другие элементы декалей. Еще разок все это задуваем глянцевым лаком, и дальше пошла смывка. Смывку я использую томиевскую. Очень она хорошо ложится, она достаточная вполне для того, чтобы чуть-чуть контрастно выделить расшивку. Я не использую здесь каких-то пришейдингов или каких-то прочих вещей для того, чтобы просто показать, что я умею это делать, и вот что нужно обязательно выделить расшивку. В 72-м масштабе, мне кажется, все эти вещи излишние, нужно просто стараться сделать все аккуратно. Я не говорю, что у меня получается аккуратно, но я стараюсь. Дальше все это задуваем матовым лаком. И приступаем, после того, как он высохнет, конечно же, к снятию масок. Очень ответственная, очень волнительная процедура. Вроде бы все получилось, ничего никуда не затекло. Финальный штрих детскими фломастерами и акановским пигментом, немножечко, слегка, чуть-чуть, потренировавшись предварительно,
изображаем герметик фонаря кабины. Все, подвешиваем вооружение, и модель готова. Вот такая получилась история и такая получилась модель. Посмотреть на Як-130 живьем можно тремя способами. Первый — это, конечно же, различные авиашоу, форумы, выставки, где Як-130 участвует регулярно, и пилотаж Як-130 — это, конечно, всегда очень динамично и красиво. Второй способ — это поехать в Центральный музей ВВС в Монино. Туда был недавно доставлен самолет 130D, тот самый демонстратор. Можно вокруг него походить и, сверяясь с фотографиями серийных машин, удостовериться в том, насколько они все-таки разные. И третий способ — это пойти просто в какое-нибудь авиационное училище и освоить этот самолет самому, став военным летчиком. Дальше будет еще интересней, дальше будут новые самолеты. Я уже начал новую модель. И это не отечественный самолет, а это французский истребитель поколения 4+, Dassault Rafale M. Будет много всего интересного. Подписывайтесь, комментируйте видео. Счастливо, до новых встреч!